Всем привет! Меня зовут Дима, и сегодня я расскажу, как настроить выгрузку новых заказов или обращений через сайт на конструкторе Tilda в сервис email рассылок Gmail. Это нужно, чтобы в автоматическом режиме передавать новые заказы или обращения из Tilda в другие системы. Например, вы сможете отправлять уведомления через почту Gmail на любую другую почту, для того чтобы вовремя реагировать на новые заказы или обращения. Или вы сможете производить через вашу почту Gmail рассылки клиентам, которые сделали заказ или оставили заявку на вашем сайте Tilda. А теперь давайте перейдем к настройке. Для начала необходимо создать новую связь. Далее необходимо выбрать систему источника данных Tilda. Далее необходимо выбрать действие «Получить данные». На этом этапе вам необходимо создать виртуальный аккаунт Tilda в системе Apex Drive. В этом окне вы можете дать ему название или просто кликнуть «Сохранить». Когда созданный аккаунт отобразился в списке, выбираем его и кликаем «Продолжить». На этом этапе вы видите URL для приема данных. Именно на эту ссылку будут приходить новые обращения или заказы с сайта на конструкторе Tilda. Для того, чтобы продолжить настройку, необходимо скопировать URL и перейти в личный кабинет Tilda. Далее переходим в настройки вашего сайта. Теперь переходим в раздел «Формы». Теперь находим сервис Webhook. В поле Webhook URL вставляем скопированную ссылку в системе Apex Drive. После этого кликаем «Добавить». Подключаем ко всем формам на сайте. Теперь можно перейти в настройки. Если вы хотите получать больше данных, отмечаем соответствующие пункты. Также кликаем «Сохранить». Теперь необходимо опубликовать все изменения на странице. Теперь необходимо перейти на ваш сайт и сгенерировать новый заказ или обращение для того, чтобы эти данные отобразились в системе Apex Drive. После того, как вы создали новый заказ или оформили обращение на сайте, возвращаемся в систему Apex Drive и продолжаем настройку. На этом этапе вы можете настроить фильтр данных. В данном случае в этом необходимости нет, поэтому просто кликаем «Продолжить». Теперь вы видите данные, которые мы только что сгенерировали. Если на этом этапе данных нет, попробуйте выполнить действия, которые были описаны ранее. Если вас все устраивает, кликаем «Далее». На этом настройка источника данных Tilda успешно завершена. Теперь необходимо перейти к настройке приема данных. В качестве системы приема данных выбираем Gmail. Далее необходимо выбрать действие «Отправить письмо». На этом этапе вам необходимо подключить ваш аккаунт Gmail к сервису Apex Drive. В этом окне вам необходимо указать логин и пароль личного кабинета Google. Также необходимо предоставить все разрешения Apex Drive на работу с вашим аккаунтом Google. Когда подключенный логин отобразился в списке «Активные аккаунты», выбираем его и кликаем «Продолжить». На этом этапе вы видите поля, которые необходимо заполнить для отправки писем. В качестве отправителя будет использоваться ваш аккаунт Gmail, который вы подключили к системе Apex Drive. В поле «Кому email» вы можете прописать электронный адрес вручную, если хотите получать уведомления про новые обращения или заказы на сайте Tilda на свою почту. Если вы хотите производить рассылки пользователям, которые оставили заявку или заказ, вам необходимо в поле «Кому email» выбрать переменную из выпадающего списка, в которой содержится email пользователя.
Тему и тело письма вы составляете с таким расчетом, что всем пользователям, которые оставили заявку или заказ на вашем сайте Tilda, будет приходить это письмо. В данном случае я хочу на свою почту получать уведомления про все обращения или заказы, поэтому в этом поле я укажу свой адрес электронной почты. Для того, чтобы перейти на следующую строку, используйте Enter. После того, как все необходимые переменные назначены, кликаем «Продолжить». На этом этапе вы видите пример данных, которые будут отправляться на указанный email при каждом новом обращении или заказе на сайте Tilda. Если вас что-то не устраивает, кликните «Редактировать» и вернитесь на шаг назад. Для того, чтобы проверить корректность настройки, кликаем «Отправить тестовые данные в Gmail». После успешной отправки переходим в Gmail и проверяем результат. Если вас все устраивает, возвращаемся в сервис Apex Drive и продолжаем настройку. На этом настройка приема данных Gmail успешно завершена. Теперь необходимо включить автообновление и выбрать интервал срабатывания связи, например, один раз в 5 минут. На этом все. Желаю вам успешных настроек интеграций и удачи!